Память Германии стучит в наши сердца. Память Германии стучит в наши сердца, на что будут потрачены выделенные Берлином 12 миллионов. Газета «Коммерсант» номер 15 от 29 января 2019 года, СТР. Выделение 12 миллионов в помощь Санкт-Петербургу вновь показывает, что Германия осознает свою историческую ответственность, заявили вчера в правительстве ФРГ, подчеркнув, что этот шаг приурочен к 75-летию снятия блокады Ленинграда. Эти средства пойдут на модернизацию госпиталя для ветеранов войн и создание Германо-Российского общественного центра. Как стало известно, твердый знак, реализация проекта должна начаться уже 1 марта. В Санкт-Петербурге между тем разворачивается политическая дискуссия, темой которой стала память о блокаде, а по текстам предвыборная борьба в северной столице. 872 дня смерти, голода и страданий, 75 лет назад Ленинград, нынешний Санкт-Петербург, был полностью освобожден советскими войсками от блокады германским вермахтом, вошедшей в историю как акт жестокости против целого города и его населения. Тем самым закончилось длившееся 872 дня время смерти, голода и страданий, унесшей жизни более 1 миллиона человек, говорится в опубликованном в воскресенье совместном заявлении министров иностранных дел РФ и ФРГ. Там же сообщается, что из бюджета ФРГ будет выделено 12 миллионов в качестве гуманитарного жеста в отношении ныне здравствующих блокадников. Как заявил вчера официальный представитель правительства Германии Штефан Зайберт, то, что это заявление приурочено к годовщине освобождения Ленинграда, в очередной раз показывает, что Германия осознает свою историческую ответственность. Выделенная сумма, в переводе составляющая более 900 миллионов рублей, будет распределена между двумя проектами. Значительная ее часть будет направлена на реконструкцию Петербургского госпиталя для ветеранов войн, в котором преимущественно проходит лечение жертв блокады. Прошлым летом петербургское издание «Фонтанка» сообщало, что немецкая сторона может выделить деньги на строительство нового реабилитационного центра этого госпиталя. Строительные работы власти города обещали начать еще в 2015 году, но этого так и не произошло. Однако, по данным «Твердый знак», сейчас речь идет преимущественно о модернизации медицинского оборудования. Часть средств пойдет на создание в Санкт-Петербурге центра встречи для российской и немецкой общественности. В посольстве ФРГ в РФ «Твердый знак» пояснили, что это должно способствовать встречам между россиянами и немцами, в особенности между немцами и теми жертвами блокады Ленинграда, которые еще остаются в живых. Основной площадкой станет существующий с 1993 года русско-немецкий центр встреч (DRB) при лютеранской церкви СВ. Петра и Павла, Петрикирхе на Невском проспекте. Как пояснила «Твердый знак» директор фонда Арина Немкова, план мероприятий пока согласовывается немецкой и российской сторонами. Наша организация работает в сфере международных молодежных и просветительских проектов, проводит молодежные обмены и активно сотрудничает с партнерами в городах-побратимах Гамбурге и Санкт-Петербурге. В нашем активе есть проекты, связанные и с историей Великой Отечественной. В рамках нового проекта запланированы визиты молодежи Германии, для которых будут организованы встречи с блокадниками, визиты к мемориальным блокадным местам, встречи с историками, отметила она. Реализация проекта, как заявили «Твердый знак» в посольстве ФРГ, должна начаться уже 1 марта. МИД Германии определил оператором проекта немецкое общество по техническому сотрудничеству. GmbH. Это германская государственная организация, которая реализует проекты международного сотрудничества по поручению немецких министерств и ведомств по международным протоколам и соглашениям. По словам главы российского представительства Юлии Грищенковой, общество, в частности, проведет закупку оборудования для госпиталя и проконтролирует его поставку. Все процессы, по ее словам, будут абсолютно прозрачны. В Германии мы госорганизация, а значит, подотчетны счетной палате ФРГ. А в России имеет зарегистрированное и аккредитованное с 1996 года представительство и опыт контроля за использованием бюджетных средств, говорит госпожа Грищенкова. Хроника блокады глазами жителей города. Первоначально по плану Барбаросса Ленинград должен был быть взят полностью.
После соединения с финскими войсками Балтийское море становилось внутренним озером Германии. Фотоархив журнала «Огонек», Д. Трахтенберг. Гитлер придавал взятию города мистическое значение. С захватом Ленинграда большевиками будет утрачен один из символов революции и может наступить полная катастрофа. Фотоархив журнала «Огонек». 8 сентября 1941 года немецкие войска заняли Шлиссельбург. Началась блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня. Фотоархив журнала «Огонек». На тот момент Ленинград насчитывал 3,4 миллиона жителей. В 1943 всего 600 тысяч. Число жертв значительно превысило число сумевших выбраться из блокадного города по дороге жизни через Ладожское озеро. ТАСС. Восьмиклассница Лена Мухина начала вести дневник за месяц до начала войны 22 мая 1941 года. Летом 1942 года в истощенном состоянии она была эвакуирована в город Горький. В своем дневнике школьница так описала события в Ленинграде. Уже 3 часа дня, как идет эвакуация детей. На 100 человек прикрепляются 1 руководитель и 1 нянька. По всему городу заканчивается строительство бомбоубежищ, траншей, щелей. Эвакуация жителей Ленинграда началась еще в конце июня 1941 года, при этом многие жители не хотели покидать свои дома. Восьмиклассница Лена Мухина начала вести дневник за месяц до начала войны 22 мая 1941 года. Летом 1942 года в истощенном состоянии она была эвакуирована в город Горький. В своем дневнике школьница так описала события в Ленинграде. Уже 3 часа дня, как идет эвакуация детей. На 100 человек прикрепляются 1 руководитель и 1 нянька. По всему городу заканчивается строительство бомбоубежищ, траншей, щелей. Фотоархив журнала «Огонек». Из дневника Лены Мухиной. Я работаю в госпитале при Институте охраны материнства и младенчества имени Клары Цеткин. У нас, санитарок, суточное дежурство. Работа очень трудная, но я понемногу привыкаю. Зато я в дни дежурств бываю сыта и получаю карточку 1 категории с 400 граммов хлеба в день. В октябре 1941 года были введены продовольственные карточки. Рабочие и инженерно-технические работники стали получать по 400 граммов хлеба в сутки, все остальные по 200 граммов. В январе 1942 года эту норму сократили. Из дневника Лены Мухиной. Я работаю в госпитале при Институте охраны материнства и младенчества имени Клары Цеткин. У нас, санитарок, суточное дежурство. Работа очень трудная, но я понемногу привыкаю. Зато я в дни дежурств бываю сыта и получаю карточку 1 категории с 400 граммов хлеба в день. Фотоархив журнала «Огонек», Б. Кудеяров. Из дневника Лены Мухиной. Немцы, наверное, превратят Ленинград в развалины, потом займут его. Мы все, кто успеет убежать, будем жить в лесах. И там мы умрем, или замерзнем от холода, или умрем от голода, или нас убьют. Осенью 1941 года немецкие войска пытались разрушить город массированными артиллерийскими обстрелами и бомбежками. Основные удары при этом были направлены на склады с продовольствием. Так, например, были уничтожены знаменитые Бадаевские склады, где находилось несколько тысяч тонн продуктов. Из дневника Лены Мухиной. Немцы, наверное, превратят Ленинград в развалины, потом займут его. Мы все, кто успеет убежать, будем жить в лесах. И там мы умрем, или замерзнем от холода, или умрем от голода, или нас убьют. Фотоархив журнала «Огонек». Из дневника Лены Мухиной. Наступила суровая зима. Дома холодно, ибо дрова надо очень экономить, и печка топится только, чтобы приготовить обед, темно. Школа не отапливается, в некоторых классах замерзли чернила. Хорошо еще, что школьникам дают без карточек по горячей тарелке супа. В ноябре 1941 года советские войска начали контрнаступление, заставив противника отойти к реке Волхов и предотвратив соединение немецких войск с финскими восточнее Ленинграда. К концу года Финляндия практически прекратила боевые действия. В Ленинграде тем временем вышел из строя водопровод, прекратилось теплоснабжение жилых домов. Из дневника Лены Мухиной. Наступила суровая зима. Дома холодно, ибо дрова надо очень экономить, и печка топится только, чтобы приготовить обед, темно. Школа не отапливается,
В некоторых классах замерзли чернила. Хорошо еще, что школьникам дают без карточек по горячей тарелке супа. Фотоархив журнала «Огонек» из дневника врача одного из ленинградских госпиталей. 18 декабря 1941 года. Почти 4 месяца мы в блокаде. Нет подвоза продуктов, нет топлива. Электростанция, несмотря на все ухищрения сволочей гитлеровцев, уцелела, но запасы так незначительны, что электрическим светом почти пользоваться нельзя. Дома почти не отапливались в этом году. Нашу надстройку до вчерашнего дня топили, а сегодня уже не топит. Нечем. Итак, ленинградцы имеют основную триаду – холод, голод и темноту. К концу 1941 года положение жителей Ленинграда резко ухудшилось. Из дневника врача одного из ленинградских госпиталей. 18 декабря 1941 года. Почти 4 месяца мы в блокаде. Нет подвоза продуктов, нет топлива. Электростанция, несмотря на все ухищрения сволочей гитлеровцев, уцелела, но запасы так незначительны, что электрическим светом почти пользоваться нельзя. Дома почти не отапливались в этом году. Нашу надстройку до вчерашнего дня топили, а сегодня уже не топит. Нечем. Итак, ленинградцы имеют основную триаду – холод, голод и темноту. Фотоархив журнала «Огонек». А. Гаранин. Смертность от голода в Ленинграде стала массовой, в день умирало несколько тысяч человек, при этом мужская смертность превышала женскую. Коммерсант, Александр Чижинок. Из записи Лены Мухиной. Ака уже не встает вовсе с постели. По правде говоря, если Ака умрет, это будет лучше и для нее, и для нас с мамой. Так нам приходится все делить на 3 части, а так мы с мамой все будем делить пополам. Ака лишний только род. Я сама не знаю, как я могу писать такие строки. Но у меня сердце теперь как каменное. Еще одним фактором высокой смертности среди населения стали аномальные морозы. Так, в январе 1942 года температура опускалась ниже 30 градусов Цельсия. Из записи Лены Мухиной. Ака уже не встает вовсе с постели. По правде говоря, если Ака умрет, это будет лучше и для нее, и для нас с мамой. Так нам приходится все делить на 3 части, а так мы с мамой все будем делить пополам. Ака лишний только род. Я сама не знаю, как я могу писать такие строки. Но у меня сердце теперь как каменное. Из дневника Лены Мухиной. Сегодня у нас был вкусный суп с мясом и макаронами. Кошачьего мяса хватит еще на 2 раза. Хорошо бы раздобыть где-нибудь еще кошку. Из-за нехватки в Ленинграде продовольствия на предприятиях и в общественном питании активно использовались пищевые заменители. В хлебопекарной промышленности добавляли целлюлозу, в мясную продукцию соевую муку, кешки, плазму крови животных. Из дневника Лены Мухиной. Сегодня у нас был вкусный суп с мясом и макаронами. Кошачьего мяса хватит еще на 2 раза. Хорошо бы раздобыть где-нибудь еще кошку. Фото: Борис Кудояров. РИА Новости. Из дневника Лены Мухиной. Вот мы здесь с голода мрем, как мухи, а в Москве Сталин вчера дал опять обед в честь Идину. Прямо безобразие, они там жрут, как черти. В 1942 году в Ленинграде было организовано дополнительное лечебное питание по повышенным нормам в специальных стационарах при заводах и фабриках, а также в некоторых городских столовых. При гостинице «Астория» начал работать стационар для ученых и творческих работников. Из дневника Лены Мухиной. Вот мы здесь с голода мрем, как мухи, а в Москве Сталин вчера дал опять обед в честь Идину. Прямо безобразие, они там жрут, как черти. Фотоархив журнала «Огонек». В 1941-1942 годах советские войска предпринимали несколько попыток прорыва блокады, однако все они были неудачными. Единственное, что связывало Ленинград с Большой землей, дорога жизни через Ладожское озеро, которая позволяла зимой перевозить грузы любого веса. Фотоархив журнала «Огонек». Д. Трахтенберг. Для борьбы с голодом предпринимали все возможные усилия. Огороды устраивали на любом свободном куске земли. Выращивали картошку, капусту и другие овощи. Фотоархив журнала «Огонек». А. Глимов. Из блокадного дневника Лены Мухиной. Вчера мы с мамой сидели у потухнувшей печки, тесно прижавшись друг к другу. Нам было так хорошо, из печки нас обдавало теплом, желудки наши были сыты. Мы мечтали о нашей будущей жизни. О том,
что мы будем готовить на обед. Неотъемлемой частью быта ленинградцев стала добыча топлива. В жилых квартирах использовались в основном печки-буржуйки, которые топились всем, что можно было сжечь. В городе тем временем перестал работать электротранспорт. Из блокадного дневника Лены Мухиной. Вчера мы с мамой сидели у потухнувшей печки, тесно прижавшись друг к другу. Нам было так хорошо, из печки нас обдавало теплом, желудки наши были сыты. Мы мечтали о нашей будущей жизни. О том, что мы будем готовить на обед. Фотоархив журнала «Огонек», Б. Кудеяров, из дневника Лены Мухиной. Милая, дорогая, любимая мама. Ты не дожила до улучшения всего каких-нибудь несколько дней. Ты умерла 7-го утром, а 11-го прибавили хлеба, а 12-го дали крупу. Весной 1942 года с потеплением и улучшением питания в Ленинграде сократилось количество внезапных смертей на улицах. Все трудоспособное население вышло расчищать город от мусора. Из дневника Лены Мухиной. Милая, дорогая, любимая мама. Ты не дожила до улучшения всего каких-нибудь несколько дней. Ты умерла 7-го утром, а 11-го прибавили хлеба, а 12-го дали крупу. Фотоархив журнала «Огонек», Д. Трахтенберг. Из дневника школьницы Лены Мухиной. Скорей бы уехать из этого проклятого Ленинграда. Правда, это прекрасный, красивый город, и я к нему сильно привыкла. Но не могу его больше видеть, а тем более любить. Город, где мне пришлось пережить столько горя, где я потеряла все, что имела. Нет, этот город, его имя я буду всю жизнь вспоминать с содроганием в сердце. Скоро я уеду отсюда, и, надеюсь, навсегда. Фотоархив журнала «Огонек». Из записи Лены Мухиной. Сегодня пошли трамваи. Какая радость! В апреле 1942 года в Ленинграде был вновь запущен регулярный пассажирский трамвай, и для этого пришлось восстановить около 150 километров контактной сети. Пуск троллейбуса при этом городские власти сочли нецелесообразным. Из записи Лены Мухиной. Сегодня пошли трамваи. Какая радость! Фотоархив журнала «Огонек», Д. Трахтенберг. Летом 1942 года немецкое командование решило активизировать боевые действия на Ленинградском фронте, и в первую очередь, усилить артиллерийские обстрелы и бомбардировки города. Фотоархив журнала «Огонек», Б. Кудеяров. Из дневника Лены Мухиной. 2 ВТ. Воздушная тревога, твердый знак, за день. Как будет глупо и досадно умереть перед самым отъездом, пережив все ужасы этой зимы, голод и стужу. Быть может, это мои последние строки. Очень прошу, кто найдет этот дневник, отослать его по адресу Г. Горький, переулок Могилевича, Д. 5, КВ. 1, ЕН Журковой. Фотоархив журнала «Огонек». Зимой 1943 года советским войскам удалось наконец прорвать блокаду. 18 января был освобожден Шлиссельбург и очищено все южное побережье Ладоги. Была восстановлена сухопутная связь Ленинграда с Большой землей, проложены автомобильная и железная дороги, получившие название «Дорога Победы». К этому моменту в городе оставалось около 800 тысяч жителей. Фотоархив журнала «Огонек», Б. Кудеяров. Таблички с надписью «Граждане». При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна. Появившиеся в Ленинграде во время блокады, были позднее воссозданы в память о трагических событиях. Wikipedia. 27 января 1944 года была окончательно снята блокада Ленинграда, длившаяся почти 2,5 года. По разным данным, за это время погибло от 300 тысяч до 1,5 миллиона человек, 97% из которых умерли от голода. 1 мая 1945 года за героизм и мужество, проявленные жителями во время блокады, Ленинград получил звание города-героя. Фотоархив журнала «Огонек».
Первоначально по плану Барбаросса Ленинград должен был быть взят полностью. После соединения с финскими войсками Балтийское море становилось внутренним озером Германии, Гитлер придавал взятию города мистическое значение. С захватом Ленинграда большевиками будет утрачен один из символов революции и может наступить полная катастрофа. 8 сентября 1941 года немецкие войска заняли Шлиссельбург. Началась блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня. На тот момент Ленинград насчитывал 3,4 миллиона жителей. В 1943 всего 600 тысяч. Число жертв значительно превысило число сумевших выбраться из блокадного города по дороге жизни через Ладожское озеро. Фото ТАСС. Эвакуация жителей Ленинграда началась еще в конце июня 1941 года, при этом многие жители не хотели покидать свои дома. Восьмиклассница Лена Мухина начала вести дневник за месяц до начала войны 22 мая 1941 года. Летом 1942 года в истощенном состоянии она была эвакуирована в город Горький. В своем дневнике школьница так описала события в Ленинграде: «Уже 3 часа дня, как идет эвакуация детей. На 100 человек прикрепляются 1 руководитель и 1 нянька. По всему городу заканчивается строительство бомбоубежищ, траншей, щелей». Фотоархив журнала «Огонек». В октябре 1941 года были введены продовольственные карточки. Рабочие и инженерно-технические работники стали получать по 400 граммов хлеба в сутки, все остальные по 200 граммов. В январе 1942 года эту норму сократили. Из дневника Лены Мухиной: «Я работаю в госпитале при Институте охраны материнства и младенчества имени Клары Цеткин. У нас, санитарок, суточное дежурство. Работа очень трудная, но я понемногу привыкаю. Зато я в дни дежурств бываю сыта и получаю карточку первой категории с 400 граммов хлеба в день». Осенью 1941 года немецкие войска пытались разрушить город массированными артиллерийскими обстрелами и бомбежками. Основные удары при этом были направлены на склады с продовольствием. Так, например, были уничтожены знаменитые Бадаевские склады, где находилось несколько тысяч тонн продуктов. Из дневника Лены Мухиной: «Немцы, наверное, превратят Ленинград в развалины, потом займут его. Мы все, кто успеет убежать, будем жить в лесах. И там мы умрем, или замерзнем от холода, или умрем от голода, или нас убьют». В ноябре 1941 года советские войска начали контрнаступление, заставив противника отойти к реке Волхов и предотвратив соединение немецких войск с финскими восточнее Ленинграда. К концу года Финляндия практически прекратила боевые действия. В Ленинграде тем временем вышел из строя водопровод, прекратилось теплоснабжение жилых домов. Из дневника Лены Мухиной: «Наступила суровая зима. Дома холодно, ибо дрова надо очень экономить, и печка топится только, чтобы приготовить обед, темно. Школа не отапливается, в некоторых классах замерзли чернила. Хорошо еще, что школьникам дают без карточек по горячей тарелке супа». Фотоархив журнала «Огонек». К концу 1941 года положение жителей Ленинграда резко ухудшилось. Из дневника врача одного из ленинградских госпиталей: 18 декабря 1941 года: «Почти 4 месяца мы в блокаде. Нет подвоза продуктов, нет топлива. Электростанция, несмотря на все ухищрения сволочей гитлеровцев, уцелела, но запасы так незначительны, что электрическим светом почти пользоваться нельзя. Дома почти не отапливались в этом году. Нашу надстройку до вчерашнего дня топили, а сегодня уже не топит. Нечем. Итак, ленинградцы имеют основную триаду: холод, голод и темноту». Смертность от голода в Ленинграде стала массовой. В день умирало несколько тысяч человек. При этом мужская смертность превышала женскую. Коммерсант. Еще одним фактором высокой смертности среди населения стали аномальные морозы. Так, в январе 1942 года температура опускалась ниже 30 градусов Цельсия. Из записи Лены Мухиной: «Ака уже не встает вовсе с постели. По правде говоря, если Ака умрет, это будет лучше и для нее, и для нас с мамой. Так нам приходится все делить на 3 части, а так мы с мамой все будем делить пополам. Ака лишний только род. Я сама не знаю, как я могу писать такие строки. Но у меня сердце теперь как каменное». Из-за нехватки в Ленинграде продовольствия на предприятиях и в общественном питании активно использовались пищевые заменители.
В хлебопекарной промышленности добавляли целлюлозу, в мясную продукцию соевую муку, кешки, плазму крови животных из дневника Лены Мухиной. Сегодня у нас был вкусный суп с мясом и макаронами. Кошачьего мяса хватит еще на 2 раза. Хорошо бы раздобыть где-нибудь еще кошку. Фото: Борис Кудояров. РИА Новости. В 1942 году в Ленинграде было организовано дополнительное лечебное питание по повышенным нормам в специальных стационарах при заводах и фабриках, а также в некоторых городских столовых. При гостинице «Астория» начал работать стационар для ученых и творческих работников из дневника Лены Мухиной. Вот мы здесь с голодом рем, как мухи, а в Москве Сталин вчера дал опять обед в честь Едину. Прямо безобразие, они там жрут, как черти. Фото: фотоархив журнала «Огонек». В 1941-1942 годах советские войска предпринимали несколько попыток прорыва блокады, однако все они были неудачными. Единственное, что связывало Ленинград с Большой землей, дорога жизни через Ладожское озеро, которая позволяла зимой перевозить грузы любого веса. Для борьбы с голодом предпринимали все возможные усилия. Огороды устраивали на любом свободном куске земли. Выращивали картошку, капусту и другие овощи. Фото: фотоархив журнала «Огонек». Глимов. Неотъемлемой частью быта ленинградцев стала добыча топлива. В жилых квартирах использовались в основном печки-буржуйки, которые топились всем, что можно было сжечь. В городе тем временем перестал работать электротранспорт из блокадного дневника Лены Мухиной. Вчера мы с мамой сидели у потухнувшей печки, тесно прижавшись друг к другу. Нам было так хорошо, из печки нас обдавало теплом, желудки наши были сыты. Мы мечтали о нашей будущей жизни. О том, что мы будем готовить на обед. Фото: фотоархив журнала «Огонек». Б. Кудояров. Весной 1942 года с потеплением и улучшением питания в Ленинграде сократилось количество внезапных смертей на улицах. Все трудоспособное население вышло расчищать город от мусора. Из дневника Лены Мухиной. Милая, дорогая, любимая мама, ты не дожила до улучшения всего каких-нибудь несколько дней. Ты умерла 7-го утром, а 11-го прибавили хлеба, а 12-го дали крупу. Из дневника школьницы Лены Мухиной. Скорей бы уехать из этого проклятого Ленинграда. Правда, это прекрасный, красивый город, и я к нему сильно привыкла. Но не могу его больше видеть, а тем более любить. Город, где мне пришлось пережить столько горя, где я потеряла все, что имела. Нет, этот город, его имя я буду всю жизнь вспоминать с содроганием в сердце. Скоро я уеду отсюда, и, надеюсь, навсегда. В апреле 1942 года в Ленинграде был вновь запущен регулярный пассажирский трамвай, и для этого пришлось восстановить около 150 километров контактной сети. Пуск троллейбуса при этом городские власти сочли нецелесообразным. Из записи Лены Мухиной. Сегодня пошли трамваи. Какая радость! Летом 1942 года немецкое командование решило активизировать боевые действия на Ленинградском фронте, и в первую очередь усилить артиллерийские обстрелы и бомбардировки города. Из дневника Лены Мухиной. 2 В.Т. Воздушная тревога. Твердый знак. За день. Как будет глупо и досадно умереть перед самым отъездом, пережив все ужасы этой зимы, голод и стужу. Быть может, это мои последние строки. Очень прошу, кто найдет этот дневник, отослать его по адресу Г. Горький, переулок Могилевича, Д. 5, КВ. 1. Е.Н. Журкова. Зимой 1943 года советским войскам удалось наконец прорвать блокаду. 18 января был освобожден Шлиссельбург и очищено все южное побережье Ладоги. Была восстановлена сухопутная связь Ленинграда с Большой землей, проложены автомобильная и железная дороги, получившие название «Дорога Победы». К этому моменту в городе оставалось около 800 тысяч жителей. Таблички с надписью «Граждане». При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна. Появившиеся в Ленинграде во время блокады, были позднее воссозданы в память о трагических событиях. Фото: Wikipedia. 27 января 1944 года была окончательно снята блокада Ленинграда, длившаяся почти 2,5 года. По разным данным, за это время погибло от 300 тысяч до 1,5 миллиона человек, 97% из которых умерли от голода.
1 мая 1945 года за героизм и мужество, проявленные жителями во время блокады, Ленинград получил звание города-героя. Смотреть минус общественная дискуссия. Решение правительства ФРГ вложить 12 миллионов в социально значимые инфраструктурные проекты. Визиты в Россию групп немецкой молодежи сегодня выглядят едва ли не единственным бесспорным шагом к историческому примирению между Россией и Германией. Попытки же публичной общественной дискуссии на тему исторической памяти уже не раз оборачивались скандалами. Так случилось, например, в 2014 году с опросом о блокаде Ленинграда на сайте телеканала «Дождь», в 2017 году с докладом о судьбе умершего в СССР германского военнопленного, который зачитал в Бундестаге школьник из Нового Уренгоя. А на прошлой неделе со статьей журналистки, Süddeutsche, выступившей со сдержанной критикой парада в Санкт-Петербурге на день снятия блокады. Шквал комментариев, обрушившихся на издание и автора заметки, сводился к одному: не немцам нас учить, как вспоминать блокаду. Как Владимир Путин был в Петербурге на мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Ленинграда от блокады в Санкт-Петербурге, где в сентябре пройдут выборы губернатора. Тема блокады за последние месяцы также не раз становилась предметом политической дискуссии. Она развернулась, в частности, между сторонниками проведения в годовщину снятия блокады военного парада и противниками милитаризации этого праздника. Группа оппозиционных депутатов Петербургского заксобрания, деятелей культуры и жителей блокадного Ленинграда в прошлом году обратилась к ВРИА-губернатора Александру Беглову. Они призвали власти города отказаться от парада и сделать годовщину снятия блокады днем памяти и скорби, а не демонстрацией военного потенциала, но получил отказ. Глава города сослался на мнение руководителей ветеранских организаций, поддержавших идею парада. Один из них, ветеран Исай Кузинец, выступая на заседании правительства города в декабре, выразил удовлетворение в связи с тем, что сторонники параду победили. Развивая свою мысль, он отметил, что говорить о блокаде Ленинграда войсками фашистской Германии некорректно. Под Ленинградом стояло 12 стран, сказал он и провел параллель между событиями Великой Отечественной войны и нынешней политической ситуацией, описав ее словами «Европа против нас». С его позицией не согласился присутствовавший на заседании депутат Заксобрания Максим Резник. Он отметил, что дискуссия вокруг парада продиктована исключительно желанием сделать эту дату иллюстрацией лозунга «чтобы никогда не повторилось», а не лозунга «можем повторить». От описания блокады как противостояния ленинградцев со всей Европой господин Резник также предложил отказаться. Давайте помнить, что Гитлер не только Ленинград хотел уничтожить, но и западную демократию. Англия и США были нашими союзниками. Политическая конъюнктура приходит и уходит, а историю переписывать нельзя. Однако ВРИА-губернатора Александр Беглов вступил с депутатом в полемику. А что тут прятаться или скрыть? Ну, принимали европейские страны участие в войне против нашей страны. Не только Германия, коалиция была целая. Никакой демократии в Европе в это время не было, расстреливали, сажали в тюрьмы людей, Холокост устроили. И что, мы об этом молчать будем? Заявил господин Беглов. Дискуссию об этом господин Беглов продолжил заочно, выступая перед ветеранами во время открытия музея блокады. Он сообщил им, что Максим Резник сказал, что надо было сдать город фашистам. Этот спор уже переходит в судебную плоскость. Вчера Максим Резник заявил о намерении подать в суд на Александра Беглова. Связанные с памятью о блокаде дискуссии возникают в Санкт-Петербурге не только в преддверии юбилейных дат. Так, на протяжении года идет спор о проекте нового музея блокады, который одни критикуют за эстетические и концептуальные недочеты, а другие лоббируют, опасаясь коммерческой застройки выделенного под музей участка. Галина Дудина, Мария Карпенко, Санкт-Петербург. Торжественные мероприятия в честь 75-летия освобождения Ленинграда от блокады. Военно-историческая реконструкция «Январский гром» в городе Красное Село в честь 75-летия освобождения Ленинграда от блокады. Фото, коммерсант, Александр Коряков. Церемония возложения цветов к мемориалу на Невском проспекте. Фото, коммерсант, Александр Петросян. Акция возложения цветов к мемориалу на Невском проспекте. Фото, коммерсант, Александр Петросян. Памятное мероприятие на Невском проспекте. Фото, коммерсант,
Александр Петросян. Возложение цветов на Пискаревском мемориальном кладбище. Фото, коммерсант, Андрей Шерстнев. Букет красных гвоздик и кусок хлеба на окне трамвая во время исторической реконструкции жизни блокадного Ленинграда. Фото, коммерсант, Алексей Смагин. Президент России Владимир Путин. Справа, во время осмотра выставочной экспозиции патриотического объединения Ленрезерв в день 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Фото, коммерсант, Дмитрий Азаров. Артисты и посетители во время работы выставочной экспозиции патриотического объединения Ленрезерв. Фото, коммерсант, Дмитрий Азаров. Президент России Владимир Путин. В центре. Перед началом торжественного спектакля-концерта в Большом концертном зале Октябрьский. Фото, коммерсант, Дмитрий Азаров. Артисты во время выступления на выставочной экспозиции патриотического объединения Ленрезерв. Фото, коммерсант, Дмитрий Азаров. Памятная акция на Пискаревском мемориальном кладбище. Фото, коммерсант, Степан Кулинич. Военный парад на Дворцовой площади в день 75-летия освобождения Ленинграда от блокады. Фото, коммерсант, Александр Петросян. Парад начался с минуты молчания под звуки метронома в память о погибших ленинградцах и защитниках города. Фото, коммерсант, Александр Петросян. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Фото, коммерсант, Александр Петросян. Открывали парад военнослужащие роты почетного караула Санкт-Петербургского гарнизона, которые пронесли флаг РФ и знамя города-героя Ленинграда, а также штандарты фронтов, участвовавших в освобождении Ленинграда. Фото, коммерсант, Александр Петросян. Механизированную колонну возглавил танк Т-34, а также другая техника времен войны. Фото, коммерсант, Александр Петросян. В параде приняли участие военнослужащие и учащиеся военных учебных заведений, расположенных на территории Санкт-Петербургского гарнизона, а также военной полиции, Росгвардии, МЧС, военнослужащие отдельного комендантского Преображенского полка. Фото, коммерсант, Александр Петросян. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Справа, на параде в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады. Фото, коммерсант, Александр Петросян. Военный парад на Дворцовой площади в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады. Фото, коммерсант, Александр Петросян. Командовал парадом заместитель командующего Западным военным округом генерал-лейтенант Игорь Сирицкий. Фото, коммерсант, Александр Петросян. Зрители на параде в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады. Фото, коммерсант, Александр Петросян. Участники военного парада на Дворцовой площади. Фото, коммерсант, Александр Петросян. В колонне прошли бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфунка». В параде приняли участие также бронетранспортеры БТР-82А, БМП-3, танки Т-72Б3, гаубицы Д-30, установки «Торнадо-Г», «Искандер-М», ракетный комплекс С-400 «Триумф». Фото, коммерсант, Александр Петросян. Блокадный 125 граммов хлеба и продуктовая карточка в экспозиции выставочного комплекса патриотического объединения Ленрезерв. Фото, коммерсант, Павел Каравашкин. В параде принимали участие 2,5 тысячи военнослужащих и 100 единиц техники. Фото, коммерсант, Александр Петросян. На Дворцовой площади была представлена хроника блокадного Ленинграда. Участники театрализованного представления разворачивали зенитные пушки, включали прожекторы и сирены. Фото, коммерсант, Александр Петросян. Памятные залпы батарей зенитных орудий, посвященные юбилею прорыва блокады. Фото, коммерсант, Павел Каравашкин. Реконструкция блокадной жизни на Дворцовой площади. Фото, коммерсант, Александр Петросян. Салют в честь 75-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады. Фото, коммерсант, Александр Петросян.
Военно-историческая реконструкция «Январский гром» в городе Красное Село в честь 75-летия освобождения Ленинграда от блокады. Фото. Коммерсант. Церемония возложения цветов к мемориалу на Невском проспекте. Фото. Коммерсант. Акция возложения цветов к мемориалу на Невском проспекте. Фото. Коммерсант. Памятные мероприятия на Невском проспекте. Фото. Коммерсант. Возложение цветов на Пискаревском мемориальном кладбище. Фото. Коммерсант. Букет красных гвоздик и кусок хлеба на окне трамвая во время исторической реконструкции жизни блокадного Ленинграда. Фото. Коммерсант. Президент России Владимир Путин. Справа. Во время осмотра выставочной экспозиции патриотического объединения «Ленрезерв» в день 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Фото. Коммерсант. Артисты и посетители во время работы выставочной экспозиции патриотического объединения «Ленрезерв». Фото. Коммерсант. Президент России Владимир Путин. В центре. Перед началом торжественного спектакля-концерта в Большом концертном зале «Октябрьский». Фото. Коммерсант. Артисты во время выступления на выставочной экспозиции патриотического объединения «Ленрезерв». Фото. Коммерсант. Памятная акция на Пискаревском мемориальном кладбище. Фото. Коммерсант. Военный парад на Дворцовой площади в день 75-летия освобождения Ленинграда от блокады. Фото. Коммерсант. Парад начался с минуты молчания под звуки метронома в память о погибших ленинградцах и защитниках города. Фото. Коммерсант. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Фото. Коммерсанты открывали парад военнослужащие роты почетного караула Санкт-Петербургского гарнизона, которые пронесли флаг РФ и знамя города-героя Ленинграда, а также штандарты фронтов, участвовавших в освобождении Ленинграда. Фото. Коммерсант. Механизированную колонну возглавил танк Т-34, а также другая техника времен войны. Фото. Коммерсант. В параде приняли участие военнослужащие и учащиеся военных учебных заведений, расположенных на территории Санкт-Петербургского гарнизона, а также военной полиции, Росгвардии, МЧС, военнослужащие отдельного комендантского Преображенского полка. Фото. Коммерсант. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Справа. На параде в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады. Фото. Коммерсант. Военный парад на Дворцовой площади в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады. Фото. Коммерсант. Командовал парадом заместитель командующего Западным военным округом генерал-лейтенант Игорь Сирицкий. Фото. Коммерсант. Зрители на параде в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады. Фото. Коммерсант. Участники военного парада на Дворцовой площади. Фото. Коммерсант. В колонне прошли бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфунка». В параде приняли участие также бронетранспортеры БТР-82А, БМП-3, танки Т-72Б3, гаубицы Д-30, установки «Торнадо-Г», «Искандер-М», ракетный комплекс С-400 «Триумф». Фото. Коммерсант. Блокадный. 125 граммов хлеба и продуктовая карточка в экспозиции выставочного комплекса патриотического объединения «Ленрезерв». Фото. Коммерсант. В параде принимали участие 2,5 тысячи военнослужащих и 100 единиц техники. Фото. Коммерсант. На Дворцовой площади была представлена хроника блокадного Ленинграда. Участники театрализованного представления разворачивали зенитные пушки, включали прожекторы и сирены. Фото. Коммерсант. Памятные залпы батарей зенитных орудий, посвященные юбилею прорыва блокады. Фото. Коммерсант. Реконструкция блокадной жизни на Дворцовой площади. Фото. Коммерсант. Салют в честь 75-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады. Фото. Коммерсант. Смотреть минус.